Вас приветствую на своем канале. Сегодня шьем из полос. Нам понадобятся вот такие квадратики. Можно взять однотонные, я взяла цветные. Мы их будем разрезать на треугольники. Нам нужны треугольники. 2 квадрата у вас идет на 1 круг. Квадраты у меня 10 на 10. Такой же цветовой гаммы я нарезала полоски 5 сантиметров. Нам понадобится нижняя ткань, верхняя ткань. Это выглядит вот так. Нижняя, серединка, верх. Но я всегда использую, скрывая швы, я беру еще дополнительную ткань. Размер у меня 80 на 45. Взяла верхний слой ткани, сложила пополам, провела вот так руками. Сложила еще пополам, провела. Нам нужно пометить центр. На центр выкладываю квадрат, чтобы у меня углы совпадали с нашими полосками. И я его закалываю. Соединила 3 слоя вместе. Чтобы у вас не было смещения при пришивании полос, можно заколоть или соединить строчкой все эти слои. Проложить буквально можно по периметру или парочку строчек в середине. Тогда у вас точно нижняя ткань не будет деформироваться и будет все у вас ровно и аккуратно. А теперь можно разложить полоски по цветовой гамме, как они будут смотреться. И начинаем прошивать. Я пришиваю такой цвет. Прошила. Прошиваем по кругу по часовой стрелке. Если у вас в полосках есть кромка, вы должны ее или отрезать, или убрать в шов так, чтобы не было видно вот этих отверстий. Мы прошили, отрезали, отвернули, прошили, отрезали вровень. И теперь также отворачиваем с этого края. Идем сюда. Каждый круг мы должны с вами прогладить. Но мне это неудобно, я пользуюсь булавками. Я отворачиваю, натягиваю и прикалываю булавки. И теперь дело за нашими треугольничками. Берем треугольничек, располагаем ровно, чтобы у вас было ровненько. Прошиваем и отворачиваем. Какой вы хотите треугольничек? По цветовой гамме. Смотрите, как вам больше интересно. Карандашиком я себе сделала пометки от угла 8 сантиметров. И теперь, ориентируясь этих меток, я прокладываю строчку. Вот так это выглядит в прошитом виде. Отворачиваю и также закалываю. Вот эти хвостики мы с вами отрезаем, чтобы они нам не мешали. Чтобы первые треугольнички пришить без труда, вы можете на серединке сделать центр. Вы прикладываете треугольничек к этому центру, чтобы у вас совмещение было. Прошиваете, и он у вас ляжет ровно. Когда подровняли, отрезали все лишнее, прошиваем также по кругу другую полоску цветовой гаммы. Сделали еще один ряд, сделала пометки также 8 сантиметров. Если у нас треугольнички практически они были в стык, то сейчас у нас уже будет между ними пространство. Если бы у нас был бы 2 цвета, черное, допустим, и белое, у нас не было бы выбора. На черном мы делаем белое, на белом делаем черное. Но так как у нас присутствуют другие цвета, мы можем чередовать разные полосочки. У вас серединка темная, можно делать, также продолжать темными. Смотрим, как нам больше нравится. Когда мы пришиваем треугольники, по рядам у нас есть ориентир серединка, где у нас состыковываются. И вот, видите, вот эти все нитки мы с вами отрезаем.
я вам подробно хочу рассказать, чтобы вы не сталкивались с маленькими проблемками, когда вы пришиваете треугольники. Они иногда неровно ложатся, как мы хотим. И видите, они выходят у нас за предел. И когда мы пришиваем полоску, если вы решили не выравнивать это все, потому что иногда неудобно, когда большое полотно вытаскиваешь из машинки, это все равняешь, потом опять в машинку. И когда вы прошиваете полоску сверху, ваш ориентир, вот эта середина пустая, та прямая полоска. Вы видите, это выходит за пределы строчки. Если вы начнете прошивать вот по этому краю, по большому, вы прокладываете строчку, отворачиваете, и получается, что у вас эта полоска не прошита или прошита на буквально 2 мм, но в процессе эксплуатации это все у вас вылезет. Вы должны все захватывать. Эти излишки хотите отрезайте, хотите не отрезайте. Если у вас хлопок, то каждый ряд под утюг. У меня габардин или, допустим, портьерная ткань. Ее проглаживают через мокрую марлю, поэтому очень проблематично. Как сказала, из-за этого я все скалываю. На каждом ряду делаю пометку по 8 сантиметров. Я уже говорила, но еще хочу повториться, как проще. Вот наш уголок, уголок к уголку. Я немножко протаскиваю треугольник, довожу до своих пометок и прокладываю строчку. Это очень ускоряет процесс работы. Мы с вами дошли до верхнего и нижнего края. Теперь у нас треугольников здесь не будет. Треугольники будут только сбоку. Мы теперь добиваем эти края. Мы дошли до края, бок, последний треугольник. Мне пришлось еще вырезать квадрат синего и оранжевого. И теперь мы просто доделываем вот эти наши необработанные углы. Когда мы подравниваем все, вот эти вот обрезки, я их не выкидываю. Они у меня пойдут в пиццу. Если вы не хотите, чтобы ваше изделие было прямоугольное, вот мы пустили ряд к нашему треугольнику, достаточно вот так отрезать и обработать край. И у вас, посмотрите, какие красивые углы будут. Мы все дошили. Теперь мы должны это все отгладить. Но смотрите, у нас получились вот такие маленькие уголочки, не дошитые. Конечно, мы можем пришить еще полоску, но когда я все отглажу, я просто чуть-чуть закруглю. И у меня будут не прямые углы, а закругленные. И теперь я это все дело отглаживаю и потом выравниваю. Для чего мы отглаживаем наши изделия? Вот мы пришили все полоски, они более воздушные, они немножечко корюзлые. А когда мы отгладили, все наши полоски встали на свое место, ровные и красивые. Когда мы выравниваем полотно, мы можем выравнивать по линейке, а также положить полотно на угол стола и ориентироваться угла стола. У нас получится так и так. Потом переворачиваете свое изделие и отрезаете лишнее. У вас должна быть одинаковая ширина, вот на двух половинках. И здесь бок, высота тоже должна быть одинаковая. Теперь беру верхнюю ткань, чтобы скрыть все наши дефекты, чтобы не было видно строчки. Накладываю, и мы теперь пришиваем ленту. Отделка у меня будет одноцветная. Я беру 2 полоски по 1,5 метра, соединяю прямой строчкой. Можно, если хотите, и по косой. Косая бейка нам здесь не нужна. Как рассчитать, сколько нам нужно? 2 ширины и 2 высоты. Вот и все. И плюс сантиметров 10 на всякий случай. Отделку можно пришивать по лицу, потом подвернуть на обратную сторону. Я пришиваю всегда с изнанки и подворот делаю на лицо. Первый штрих. Мы начало берем, вот так подворачиваем и прокладываем строчку по кругу. Когда мы дойдем
мы накладываем эту часть на эту, и у нас, когда мы вывернем, будет все аккуратно. Вот мой край. Если у вас сильное закругление, видите, поднимается ткань, вы можете сделать несколько надсечек. Обрабатывать буду верхнюю строчку, у меня будет вот такими меланжевыми нитками. И еще, если вы планируете сделать сидушку на лавочку, то она у вас будет съезжать постоянно. Вы можете в шов с этой стороны сделать резинку или какие-нибудь завязки вшить, чтобы вы могли завязывать, и когда вы встаете с лавочки, чтобы она никуда у вас не ускакала. Теперь отделку выворачиваем на лицо. Вот у нас один край, вот другой. Можно заколоть булавками. Вы берете, соединяете и вместе подворачиваете. Все, и по кругу вы прокладываете строчку. Когда вы прошиваете, прокладываете верхнюю строчку, то нижняя строчка должна обязательно быть спрятана. Вот что у нас получилось. Такую технику можно использовать и на наволочке, покрывало. А такую работу коврик, сидушка. На этом все. Пока-пока. С вами была Валентина. До новых встреч!